Всем привет! Меня зовут Юлия Шевелева, я дизайнер интерьеров. Сейчас мы находимся в Париже. В это время проходит выставка Maison Objet в сентябре. Параллельно в это же время еще одна классная очень выставка. На мой взгляд, она намного интереснее, чем Maison Objet. Это выставка AD Interiors. В этом году проходит в прекрасном здании. Оно находится на реконструкции и занимает 3 этажа. Это намного больше, чем в прошлом году. И надеюсь, что будет интересней. Сейчас узнаем. Французский AD каждый год устраивает подобные экспозиции. 15 декораторов и архитекторов приглашают поэкспериментировать над созданием обстановки. В результате получается 15 примеров того, как можно оформить пространство в разных стилях, от минимализма до барочной классики. Интерьеры реализованы при поддержке спонсоров, компаний и фабрик. Так, в этой экспозиции представлены перегородки, они оформлены мозаикой Sitges. Очень часто во французских интерьерах можно встретить травленные зеркала, причем не только в старинных кафе и ресторанах, но и в частных резиденциях. Здесь декоратор пошел дальше, предложив использование зеркал в виде сложных объемных многоугольных фигур. Это комната для переговоров или просто разговоров. Авторы проекта Мишель и Даниэль Бисмут. Название этого проекта – «Зал для медитации». Автор – Матье Леханнер, концептуальный дизайнер. В этой комнате все символично. Треугольный камин, подвешенный на стене, и мебель отражают масонские каббалистические знаки. Правда, сам дизайнер не религиозен, а лишь использует знаковые формы для создания нужного ему настроения. Автор этого проекта кабинета увлечен 70-ми, но интерьеры делает чуть более радикальными и в приглушенных оттенках. Обстановка этого интерьера сформирована во многом за счет оформления стен. Мебели здесь немного, но она вся скульптурного вида. Название этого интерьера – «Комната плейбоя». Создали 2 человека – Артур Миранда и Жак Бек. Декораторы очень любят винтаж и часто используют его в своих проектах. Интерьер столовой. Здесь гипсовые барельефы изображают как будто весь пантеон. Консоль с маркетри и стулья с греческими орнаментами подчеркивают неоклассический стиль обстановки. Ванная комната. Автор увлечен палитрой, состоящей из натуральных оттенков. Интерьер в стиле минимализм – типичный пример творчества этого дизайнера. Серый травертин, черненая бронза и выбеленный дуб формируют простой, понятный и функциональный интерьер. Кабинет по дизайну Стефани Парментье. В декораторскую профессию Стефани пришла из мира моды, а сейчас успешно оформляет частные и общественные пространства. Так, по мнению декоратора, выглядит идеальный кабинет. В нем царят принципы симметрии и графичности, а обстановка и аксессуары сведены к минимуму. Зал для игр. Автор проекта Лаура Гонзалес склонна к сочетанию принтов и графики и к разного рода эклектике. Свое бюро «Правда архитект» она открыла в 2008 году. Семья Лауры работала в сфере игорного бизнеса, поэтому в этом проекте она совершила путешествие в свое детство и придумала игровой зал, скрывающийся за стеклянными панелями.
Тона фиолетовый, персиковый, розовый, миндальный и турмалин относят нас в эпоху 70-х. Особый шарм интерьеру придает зеркальный потолок. Напротив расположена курительная комната, дуэт Эмилия Умбера и Кристофа Пуае. Чайный салон. Авторы проекта склонны к сюрреализму и нестандартным декоративным элементам в своих работах. Здесь, например, они воспевают монстров из японского аниме и помещают их не только на стены и потолок, но еще и в прозрачную витрину. Странности интерьеру добавляют зеркало, похожее на монстра, и мохнатый красный стол. Комната. В этом проекте главенствуют цвета слоновой кости и бронзовые оттенки, символизирующие голливудский гламур ушедших лет. Текстиль задрапирован вдоль стен, портал камина оформлен в гипсовых домовых свитках, мебель очень скульптурна и декоративна. Так выглядит интерьер того здания, где сейчас проходит экспозиция. Здесь капитальный ремонт, и вскоре после окончания строительных работ откроются двери фешенебельного отеля в самом сердце Парижа. Это пространство называется офис. Дизайнер Рами Фишлер 10 лет сотрудничал с Патриком Жуаном, а потом открыл собственное бюро. Он любит стилистические и технологические эксперименты, а в этом 2018 году был признан дизайнером года по версии Maison Objet. Воображаемый офис разделен на 3 части с помощью светлых штор. Рами использует новаторский подход в создании мебели, которая призвана изменить рабочую обстановку. Библиотека. Антиквариат, яркие цвета и немного экзотики – такие основные составляющие интерьеров от Фабрицио. В этой библиотеке тоже царит эклектика. На полу китайский ковер, а у фрески на потолке неоклассические мотивы, добавляющие богемности обстановки. Удобные кресла и небольшой диван приглашают вас помечтать.